Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И сегодня я хочу вам рассказать одну очень необычную историю. Сегодня я хочу вам рассказать про самого знаменитого инопланетянина. Точнее, это единственный инопланетянин, которого нашли на территории России. Мы с вами уже говорили про метеориты, мы говорили с вами про полеты в космос, и давайте поговорим про инопланетян. Если вы любили смотреть секретные материалы, то вам будет интересно. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и давайте начнем. Итак, вы видите такую, необычную фотографию, да? Очень необычное существо. Сегодня мы узнаем, кто это, что это, и давайте начнем. Как обычно, вы можете скачать файл со словарем и с небольшой практикой, чтобы запомнить лучше все интересные слова из этой статьи и лучше говорить по-русски. А сейчас давайте я не буду рассказывать сразу все секреты, я не буду рассказывать и читать все сначала, от начала до конца, а мы с вами будем понемногу читать, узнавать слова, и в конце вы узнаете, кто же это такой. Это настоящий инопланетянин или нет? Скажу сразу, что это существо настоящее. Есть видеозаписи, есть фотографии, и сейчас мы с вами будем узнавать, кто это. Итак, это кыштымский карлик. Кыштымский карлик. Кыштым – это небольшой город, это маленький город, который находится рядом с Челябинском. Давайте я покажу, где это. Вот. Это Кыштым. Посмотрите, как далеко он находится от... Вот это Челябинск, здесь Екатеринбург. Мы можем посмотреть еще дальше. Здесь Москва. Да, то есть это небольшой город на Урале. Урал – это горная цепь. И там нашли, в этом Кыштыме, одна женщина нашла этого маленького инопланетянина. Давайте прочитаем. Кыштымский карлик Алешенька. Алеша, вы знаете, это имя. Алексей – короткая форма. Алеша, Леша, а Алешенька – это ласковая форма. Например, так может мама называть своего сына или бабушка, например, Маша – Машенька, Даша – Дашенька, Ярослава – Ярославушка, например. И этот кыштымский карлик – это мумифицированное тело гуманоида, найденное близ Кыштыма, то есть которое нашли близ. Близ – это предлог, который похож по смыслу с наречием «близко». Найденное близ Кыштыма, найденное близко от Кыштыма. Данную историю отличало от других подобных рассказов про инопланетян огромное количество видео и фотоматериалов, а также интервью очевидцев. Значит, историй про инопланетян очень много. Кстати, давайте посмотрим. Слово «инопланетянин» – человек, который живет на планете Земля, это землянин. Землянин. Человек или существо, которое живет на Марсе, будет марсианин. Существо, которое живет на другой планете,
на иных планетах, инопланетянин. Да, вот эта часть «ино» означает «другой». То же самое мы говорим «иностранный язык». Язык, который, не наш, язык других стран. Значит, эту историю отличает от других подобных, похожих рассказов про инопланетян огромное количество видео и фотоматериалов. И также интервью очевидцев. Слово «очевидцы» мы с вами видим в каждой статье. Люди, которые видели своими глазами. И здесь этого Алешеньку, этого кыштымского карлика видело много людей. Но что с ним случилось? И откуда он появился? Откуда появился этот кыштымский карлик? Во-первых, вот такая фотография. Да. Кстати, он очень маленький. По-моему, 25 сантиметров. Кто и как нашел Алешеньку? Майским днем 1996 года в поселке Каалиновый пенсионерка Тамара Васильевна Просвирина нашла гуманоида размером в 25 сантиметров, с сильно вытянутой головой и непропорциональным тельцем. Итак, был хороший майский день. 1996 год. Сколько? 28 лет назад, да. В поселке. Итак, у нас есть город Кыштым, о котором мы уже говорили. Поселок – это еще меньше, чем город. Поселок – это еще меньше, чем город. Это не деревня, но и не город. Это между. В поселке Каалиновой пенсионерка, то есть это женщина уже в возрасте, я не помню, сколько ей лет, но она уже на пенсии, она уже не работает. Нашла гуманоида размером 25 сантиметров, сильно вытянутой головой. Итак, тянуть, да, вот вы берете и тянете. Вытянуть, значит, деформация произошла. И у этого гуманоида, у этого маленького человечка, инопланетянина, была вытянутая голова. Вытянутая. Здесь даже видно. У нас будут еще фотографии. И непропорциональным тельцем. Непропорциональное тельце. Тело, человеческое тело, да, это что? Это живот, грудь, все мое тело. Угу. И непропорциональное, то есть оно было такое маленькое. Голова большая, тельце маленькое, ножки, ручки очень тонкие. Пенсионерка была психически нездорова. Поэтому узнать точные подробности, точные детали нахождения Алешеньки было невозможно. По рассказам соседей было составлено две версии. Итак, соседи рассказали две истории. То есть потом милиция составила две версии. Что случилось? Потом этого Алешеньку видели милиционеры, и они хотели расследовать это дело, понять, кто это, сделать экспертизу. Но мы узнаем, что случилось дальше. Итак, милиционеры составили две версии. Первая. Тамара Васильевна, эта женщина, отправилась за водой к колодцу. Колодец – это, вы знаете, что у нас есть дома вода. Вода бежит, течет из крана. Если вы живете в деревне или у вас дома нет воды, то есть колодцы. Колодец – это такое на улице устройство. Это как дыра, и вот вы приходите с ведром за водой. Угу. Вот это колодец. И женщина пошла за водой к колодцу. Но вдруг услышала у себя в голове крик о помощи, что кто-то кричит, кто-то зовет о помощи, и отправилась в лес. То есть она отправилась
за водой и отправилась в лес. То есть она пошла. Там она обнаружила, нашла гуманоида. Вторая версия. Пенсионерка отправилась ночью на кладбище. Кладбище – это место, где похоронены люди. Если человек умирает, то его тело, кстати, мы только что говорили, сейчас мы говорили слово «тело», «тельце», то тело человека потом несут на кладбище. И родственники, семья, друзья могут прийти на кладбище, чтобы вспомнить своего друга, который уже ушел, который умер. И пенсионерка отправилась ночью на кладбище. Женщина довольно часто ходила туда, чтобы принести какие-нибудь найденные вещи. Может быть, кто-то приходит, оставляет там, не знаю, еду, вещи, игрушки, и эта женщина ходила на кладбище и забирала эти вещи, не знаю. Но в этот раз причина была в том же голосе. Причина была в том же голосе. Она тоже слышала голос в голове. И по итогам поисков, в результате поисков, она нашла пришельца. Смотрите, слово «инопланетянин» и слово «пришелец» – это синонимы. Пришелец. То есть пришелец – это существо, инопланетянин, который пришел с других планет на нашу планету, который пришел, пришелец. Значит, вот так эта бабушка нашла пришельца, нашла этого Алешеньку. По заверениям соседей, то есть соседи убеждали, соседи говорили, соседи были очевидцами, и соседи говорили, что гуманоид был еще жив. Пенсионерка кормила его сладостями и называла Алешенькой. Длилась эта идиллия недолго. Недолго, да? Это счастливая ситуация, идиллия. Пенсионерка разболтала, что у нее появился сынок. Пенсионерка разболтать. Болтать – это говорить. Особенно говорить без цели, болтать. Просто потому что хочется что-то сказать, без цели – это болтать. И бабушка, пенсионерка, разболтала, то есть она всем начала рассказывать, что у нее появился маленький сынок. Но потому что это была психически нездоровая женщина, наверное, никто не поверил, никто не захотел посмотреть, что произошло. Они знали, что что-то странное происходит. Соседи знали, что что-то странное. Но это совсем странно, конечно, если пенсионерка скажет, что у нее сынок. Местные жители, люди, которые там жили, в этом поселке, вызвали врачей. Приехали врачи и забрали женщину через несколько недель в больницу. Существо никто не искал, и оно умерло от голода. То есть женщину забрали. Никто не мог поверить, что у нее дома будет какое-то живое существо. Посмотрите. Угу. Потом проходит время, и по случайному стечению обстоятельств. Ой, это интересная фраза. Случайно, слово «случайно» вы знаете. То есть без плана. Так получилось случайно, рандомно, случайно. А по случайному стечению обстоятельств, или, можно сказать, так сложились звезды, просто так получилось, что мумию обнаружили милиционеры при обыске у местного жителя. Угу. Итак, у нас было слово «обнаружить», уже было слово. Обнаружили мумию, обнаружили милиционеры, или где это было? Вижу. И там она обнаружила гуманоида. То есть мумию обнаружили,
и женщина обнаружила гуманоида. То есть она нашла. Она не ожидала, она не ожидала, что она найдет этого инопланетянина, этого пришельца. И милиционеры тоже не ожидали и не ждали. И они обнаружили мумию при обыске у местного жителя. Вот здесь местные вызвали врачей, то есть это люди, кто живет в этом городе, в этом районе. А здесь был обыск у человека, у местного жителя. Насколько я помню, я читала в другой статье, что этот мужчина был зять у Тамары Васильевны. И милиционеры искали у этого зятя что-то дома. И нашли мумию, нашли вот такого маленького пришельца. Он уверял, местный житель уверял, что нашел в доме просвиренной Тамары Васильевны инопланетянина. Милиция провела обыск и нашла сверток с гуманоидом. То есть его завернули, он лежал в платочке. Он лежал в таком платке. Мумию забрал местный следователь. Из-за поднятого или поднятого, у нас здесь может быть два варианта ударения, из-за поднятого шума к нему приехали ученые, которые убедили передать мумию им для изучения. После этого тело гуманоида исчезло. Больше о нем ничего не было известно. Итак, конечно, у нас есть больше информации. Например, этот местный следователь, милиционер, он спрашивал невестку у этой пенсионерки и собирал все показания, собирал все истории всех местных жителей. И все говорят, все видели, что это было живое существо. Видели, что оно дышало, оно ело. У него был запах, например, была такая маленькая голова, очень тонкие ручки, тонкие ножки, и никто не понимал, что это за существо. Да, больше о нем ничего не было известно. Я вам расскажу, что это было за существо. В 2018 году исследователям удалось обнаружить сестру Алешеньки, Ату или Ату, я не знаю, как правильно. И это уже была женская мумия, 15 сантиметров высотой, которая была найдена в заброшенном чилийском городе Ланория. Заброшенный, значит, там уже никто не живет. Заброшенный дом – это дом, в котором никто не живет, и он в очень плохом состоянии. И вот здесь уже был тоже такой город. На ее примере исследователи, ученые, выяснили, что Алешенька не является внеземным существом. То есть, как и чилийская мумия, похожа на пришельца, похожа на инопланетянина, то наш российский Алешенька тоже наш землянин, Исследователи провели полный анализ аты или аты. В результате работы было установлено такой факт, что мумия является обычным человеческим ребенком, который был недоношен или же умер сразу после рождения. Итак, доношен – это интересное слово, потому что здесь есть наш любимый глагол движения – носить. Угу. Я очень часто говорю про этот глагол. Глаголы движения, они везде. Итак, носить – это нести в руках. Например, вот я так ношу ребенка. Если женщина беременная, то она тоже носит ребенка. И если ребенок рождается в правильное время, через 40 недель, то он доношенный, то есть его доносили до конца. А здесь
этот ребенок был недоношен, то есть он родился рано. Он был недоношенный ребенок. И может быть очень-очень рано. И поэтому поэтому ребенок выглядит очень, очень необычно, очень странно он выглядит. Или же этот ребенок умер сразу после рождения. Вместе с тем, по словам ученых, необычный вид мумий объясняется рядом генетических мутаций. То есть там могут быть генетические мутации, которые связаны, должно быть которые, потому что ряд. Так, объясняется рядом генетических мутаций, которые, вот я исправлю сразу статью, связаны с аномалиями в развитии черепа и скелета. Скелет – это все кости человека. Вот внутри у нас кости человека. Это скелет. Череп – это кости головы. Череп, кости головы. Вот такая история про Алешеньку, такая история про инопланетянина, про нашего отечественного российского инопланетянина. Есть теория, откуда появился этот Алешенька. Что это на самом деле, да, недоношенный ребенок. И, возможно, точнее, невозможно, но это теория. И, может быть, мать этого ребенка его родила раньше времени, и это был недоношенный ребенок, и он был деформированный, возможно, он очень маленький был. И она просто, женщина, решила его оставить в лесу. И женщина, пенсионерка, наша пенсионерка Тамара Васильевна, нашла его и забрала домой. Поэтому он мог жить какое-то время. Но он выглядел очень странно, и никто не мог поверить, что это на самом деле ребенок. Так вот, до сих пор в этом городе, в Челябинске тоже, есть встречи людей, которые верят в инопланетян, есть встречи людей, которые верят в Алешеньку, что это был инопланетянин, рассказывают истории, есть книги, есть фильмы, есть истории, поэтому я рада, что вы тоже узнали эту историю. Давайте я сейчас еще раз прочту быстро, но перед этим я вас приглашаю к себе на Buy Me a Coffee. У нас есть подкаст для друзей, подкаст и транскрипт, где каждую неделю, почти каждую неделю, я разговариваю со своими друзьями, и мы отвечаем на разные интересные вопросы. В прошлый раз мы говорили с моей подругой, математиком, и один из вопросов был: математику изобрели или открыли? В общем, я вас приглашаю туда, и да, давайте до скорой встречи. Еще для подписчиков на Buy Me a Coffee есть специальные цены на вебинары. У нас уже был вебинар про Советский Союз, был вебинар про русскую литературу. Следующий вебинар будет, наверное, через 3 недели. Тему я пока не буду говорить, но я надеюсь, что она вам понравится. А теперь давайте прочитаем еще раз, от начала до конца. Итак, Кыштымский карлик Алешенька. Мумифицированное тело гуманоида, найденное близ Кыштыма. Данную историю отличало от других подобных рассказов про инопланетян огромное количество видео и фотоматериалов, а также интервью очевидцев. Кто и как нашел Алешеньку? Майским днем 1996 года в поселке Каалиновой пенсионерка Тамара Васильевна Просвирина нашла гуманоида размером в 25 сантиметров, с сильно вытянутой головой и непропорциональным тельцем. Пенсионерка была психически нездорова, поэтому узнать точные подробности нахождения Алешеньки было невозможно. По рассказам соседей было составлено 2 теории. Первая. Тамара Васильевна отправилась за водой к колодцу.
но вдруг услышала у себя в голове крик о помощи и отправилась в лес. Там она и обнаружила гуманоида. Пенсионерка отправилась ночью на кладбище. Женщина довольно часто ходила туда, чтобы принести какие-нибудь найденные вещи. Но в этот раз причина была в том же голосе. По итогам поисков она нашла пришельца. По заверениям соседей, гуманоид был еще жив. Пенсионерка кормила его сладостями и называла Алешенькой. Длилась эта идиллия недолго. Пенсионерка разболтала, что у нее появился сынок. Местные вызвали врачей. Женщину забрали через несколько недель в больницу. Существо никто не искал, и оно умерло от голода. По случайному стечению обстоятельств мумию обнаружили милиционеры при обыске у местного жителя. Он уверял, что нашел в доме Просвириной инопланетянина. Милиция провела обыск и нашла сверток с гуманоидом. Мумию забрал местный следователь. Из-за поднятого шума к нему приехали ученые, которые убедили передать мумию им для изучения. После этого тело гуманоида исчезло. Больше о нем ничего не было известно. В 2018 году исследователям удалось обнаружить сестру Алешеньки, Ату или Ату. Женская мумия 15 сантиметров высотой, которая была найдена в заброшенном чилийском городе Ланория. На ее примере исследователи выяснили, что Алешенька не является внеземным существом. Исследователи провели полный анализ Аты или Аты. В результате работы было установлено, что мумия является обычным человеческим ребенком, который был недоношен или же умер сразу после рождения. Вместе с тем, по словам ученых, необычный вид мумий объясняется рядом генетических мутаций, которые связаны с аномалиями в развитии черепа и скелета. Ну что, друзья, спасибо вам всем большое. Если вы досмотрели до этого момента, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал и скачать PDF. Я всех вас обожаю и до скорой встречи. Подписывайтесь на Buy Me a Coffee. Все, до скорого. Пока.